Всем привет! Вы на канале SuperKit. У меня на канале было несколько видео о разных SSD дисках, и вот интересно было бы посмотреть, а как влияет переходник с одного стандарта подключения на другой. Естественно, речь идет не о переходниках совсем разных по смыслу, а больше об исполнении. Ну, например, SATA, mSATA, M2 с интерфейсом подключения SATA. Тест будет на моем SSD mSATA, который сразу с помощью нескольких переходников буду подключать в SATA. В тесте будут использоваться переходники для SSD от MacBook в M2 и от того же MacBook в SATA, а также адаптер из SATA в M2. Соединив все это, получаем такой вот Big Mac. И дальше все это в SATA. Включаем. Нет, на самом деле ничего страшного не произошло. Мой SSD прекрасно определился. Запустив все программы и проводник, можно увидеть, что мой SSD без проблем увиделся. Ну и самое главное, собственно, то, из-за чего мы здесь собрались, это тест. Вы скажете: дружище, а где же 100-500 мегабайт в секунду? Ну да, их нет. Но мой старый SSD mSATA поддерживает скорость именно такую, о чем свидетельствует запрос в фотографиях о бенчмарке такого SSD у дядюшки Гугла. Теперь поставим тест через один переходник, прямой из mSATA в SATA. Все такой же набор инфы в тех же программах и, как видите, такой же тест. Все то же самое, отличается лишь в рамках погрешности на пару метров в секунду. Но я решил не останавливаться и пойти еще дальше и подключить через 6 переходников. Есть, конечно, нюанс, здесь будет переходник из SATA в USB 3.0, а из порта USB 3.0 моей системной платы более 250 МБ в секунду выдавить не получится. Ну а подключать-отключать после отсоединения каждого переходника из этой слойки не хочется. Поэтому эту часть теста решил сделать через USB 3.0. В этом тесте будут совсем другие переходники, только один такой же, но зато больше в количестве. И поверьте, если бы каждый переходник резал скорость, то от нее ничего не осталось бы, и максимальной в конкретных условиях она бы не была. Конкретно для теста я взял 5 переходников, mSATA в M2, в него я буду подключать свой SSD, M2 mSATA обратный первому переходнику, снова mSATA M2, который буду вставлять в разъем такого вот переходника, который имеет разъем макбуковского SSD. Только этот не такой, как предыдущий, ну а его в свою очередь буду подключать в переходник, который сделает из него SATA. Таким образом получается сэндвич из 5 переходников, конечным интерфейсом которых будут являться mSATA для моего SSD диска и обычный SATA, который и будет подключен к переходнику на USB 3.0. Давайте подключать. И сейчас с помощью программы Crystal Disk Mark можно будет увидеть всю правду. Для особо одаренных, которые перекручивают видео сразу в конец, считая, что вначале не было ничего интересного, поясняю. За тупые вопросы, почему такая скорость, буду сразу удалять комменты, банить. Научитесь смотреть видео полностью, зачем же вы его тогда запустили? А что касается скорости, то она на граничной отметке USB 3.0 порта моей материнки. Теперь, оставив разъем под mSATA,
Убрав пару переходников, новый тест. Ну и теперь тест с прямым одним переходником из MSATA в SATA. Ну и с USB 3.0, естественно. Таким образом делаю вывод, что переходники не влияют на скорость. А даже если есть небольшое влияние, то оно на уровне погрешности. Да и не могут эти переходники особо влиять, так как у них нет даже никаких микросхем или контроллеров. То есть трафик от SSD к материнке и обратно ничем не обрабатывается, меняются лишь разъемы. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!